Приветик, мои хорошие. Ну что, я продолжаю свой дневник питания. Продолжаю, потому что большой перерыв был между съемками этого видео. Как я говорю, что я не снимаю каждый день, иначе у меня просто нет на это времени каждый день снимать вам то, что я ем. И иногда это просто банальная такая еда получается. Поэтому тоже была очень занята дизайном сайта, то я снимала еще видео для новогодних рецептов. В общем, было чем заняться. Последние 2 дня я реально только и снимала рецепты. Но сегодня я иду на тренировочку. Я так подогнала время так, чтобы у меня была сегодня тренировка. Именно вторая тренировка по плану, как бы по неделе, да, спина, грудь и руки. Так что пойдем сегодня со мной на тренировочку. Кстати, да, кто еще не понял, что видео с тренировками будут на следующей неделе, потому что, мне кажется, это уж слишком много. Каждый день будет видео с питанием, а потом еще после этого видео будет тренировки. Это получится у меня 10 видео в неделю. Это как-то слишком много, и я с ума сойду просто. Так что, да, видео с тренировками будут на следующей неделе. Так что, в принципе, все. Пошли готовить завтрак. Ну что, сегодня на завтрак хочу сделать себе оладьи. У меня еще остались те отруби, которые я вам показывала. Очень вкусно с ними получаются оладьи, так что их использую сегодня. Дальше у меня будет одно яичко, немного кефирчика, немного тоже сахара на утром можно. В общем, сейчас как-то замешаю тесто, посмотрим еще. Ну что ж, мой завтрак готов. Получилось у меня где-то 5 маленьких таких блинчиков. Мне нравится, что вот эти вот отруби, они так немножко похрустывают и очень такой необычный вкус. Вкусненько получается, конечно. Так что, если вы найдете где-то в магазине такие отруби, овсяные, если я не ошибаюсь, обязательно попробуйте вот такой вот рецептик. Здесь я добавила, конечно же, как же без сметаны, конечно, сметанку и где-то чайную ложечку варенья, у меня тут клубничное варенье, да, и немного изюмки. Так, делаю себе сейчас небольшой перекусик сразу же после тренировки. После тренировки прошло буквально минут, может быть, 10. Быстро там доезжаю до дома. Забываю, да и по голоду просто ходить с бананом, есть банан. Не знаю, это странно, мне кажется. Поэтому прихожу быстренько домой и сразу же съедаю бананчик, яблоко, что-то такое быстренькое, углеводненькое. Так, хотела вам сказать по поводу тренировок еще такой момент. Я, наверное, со следующей недели, это я не буду снимать, просто я хочу вам сказать, что я буду, наверное, все-таки ближе к вечеру тренироваться, где-то к 5 вечера или 6 вечера. Почему? Просто я поняла, что вот я на тренировку иду где-то в часов 10, в 11 я уже там. И это получается как бы утро для меня, и когда у меня вот такая вот тяжелая тренировка, я после нее просто убитая, и я просто сижу и блин, восстанавливаюсь целый день, наверное, после этой тренировки. Поэтому, мне кажется, лучше будет неправильнее вечером тренироваться с такими тяжелыми упражнениями, потому что потом хоть ты ляжешь спать и будешь восстанавливать все свои мышцы, а так просто целый день убитой ходить, это тоже не дело. Ну что, начинаю следующий прием пищи делать. У меня здесь 2 куриные грудки, перемоленные в фарш, 2 яичка. Сюда еще потом буду в этот фарш добавлять морковь, лук, там перец, соль, это понятно. Немного у меня пойдет риса, он такой уже почти вареный, но не доваренный. В общем, оно у меня еще потом будет вариться еще потом, попозже в мультиварке все. Так что сейчас замешиваю фарш и отправляю его в мультиварку в виде таких вот котлеточек, ежиков, что-то в этом роде.
что ж, у меня все готово. Котлетки получились очень-очень нежные, мягенькие, сочные. В общем, то, что нужно. Я где-то минут 5 не додержала, вытащила. В общей сложности где-то на 25 минут я поставила мультиварку на режим тушения. И здесь еще немножко подливки полила. Здесь у меня еще тоже салатик. Салат самый простой, капуста, горошек консервированный и, конечно же, сметана. Спонсор всех моих видео, это, видимо, сметана. Все, ладненько. И тут еще маленький кусочек помидорки. Все, пошла кушать, кушать, кушать. Так, ребятки, мы сейчас решили с Димой пойти в сауну. Я уже приготовилась, собрала все вещи. Дима сейчас пошел быстренько заказать нам время. Мы пойдем где-то на 2 часа, не больше, потому что я не очень люблю долго находиться в сауне. Хотя я люблю сауну. Это, наверное, для меня лучший такой способ очищения организма. И вообще я просто обожаю. Мне всегда кожа становится бархатистой. Я потом сплю просто как младенец. Так что сегодня я думаю, что я очень хорошо высплюсь. Так что я собираюсь сейчас и сразу же выходим. Ладненько, все, побежали, пошли со мной, потому что Дима меня там ждет уже. Что, мы уже пришли, мы в этой сауне уже не первый раз, если кто с Николаева знает рыбачий стан в Соляных. Ну, мы тут уже много раз бывали, если что. Дима тут тоже иногда тут с папой парится. Так что тут есть такая штука классная, вон, ведро. Можно немножко остудиться. И тут массажное кресло прикольное такое есть, платное. Вообще и душ, все, в принципе, такое нормальное. Так что, ну, Дима уже готов. Ты радуешься, да? Да, да. Для него это вообще самое, наверное, лучшее, что только может быть. Сейчас я покажу вам, что я с собой взяла. Во-первых, конечно же, взяла расчесочку с собой. Потом вот такой вот массажер. Это я сегодня буду делать массажик. Это для волосиков. Тут у меня массажное масло для лица. Это потом, когда выйду, тоже кремчик потом. Так. Это у меня для волос. Не знаю, на всякий случай взяла. Может быть, буду мыть голову, а может быть и нет, потому что я ее день назад мыла. Это у меня такая морская биосоль. Там много чего такого полезного. Я вам ее тоже уже много раз показывала. Кстати, у меня практически полбанки ушло с тех времен. В общем, я ей еще давно и давно пользуюсь. Тут у меня еще такой тоже крем массажный с перчиком. Такой вот, хорошо он жжет. Тоже буду им пользоваться после этой соли, скорее всего. И вот такое вот тоже массажное масло. Это я с вот этой массажкой буду себе потом массаж по всему телу делать. Тоже, может быть, покажу как-нибудь, как это все делается. И это тоже для волос. Кокосовое такое масло. Бальзамчик. Это я, скорее всего, если буду мыть голову. Потом посмотрим, пока еще не знаю. Кстати, в последний раз, когда мы ходили в сауну, вернее, мы не дошли туда, это был как раз тот день, когда я сломала себе ногу. Получается, мы заказали сауну на какое-то время и не успевали, быстро торопились. Дима торопил меня: давай быстрее, быстрее, мы не успеваем. Мы выходили из магазина какого-то там, и я споткнулась и сломала себе ногу тогда. Так что вот такое у меня последнее впечатление о сауне. И вот только зимой мы это решили сходить снова опять. Зачем нам микроволновка? Вон как можно пиццу разогреть. Как там пицца? Подогрелась уже? Сейчас скоро будем кушать. Ну что, мы уже попарились, я уже собираюсь. На самом деле 2 часа для меня это даже много. Я уже сидела, скучала, смотрела фильмы какие-то. Дима, конечно, уже красный весь вышел. Так что сейчас пойдем домой. Так, ну что, хочу сейчас сделать себе такой небольшой перекусик. Лучший перекус на массе, который только можно вообще придумать. Это сочетание творога вместе с бананом. Я еще потом добавлю немного яшенки, чтобы он был таким вот немножко увлажненным, этот мой перекус. И немножко семян льна. Тоже очень полезно. Так что, в принципе, все. Творога 200 грамм, 1 бананчик, где-то чайная ложка семян льна и где-то 50 миллилитров ряженки. Можно кефиром, можно сметаной залить, без разницы. Так, сейчас хочу сделать такой экспериментальный юмор, ну, как обычно я люблю это делать. Придумала, в общем, на ходу только что салат какой-то. Сварила, в общем, я фасоль красную и подумала, нужно какой-то салатик с ней сделать, особенно показать вам. И фасоль — это обычно растительный белок, да, все мы знаем, наверное, особенно вегетарианцы знают. Также в салате у меня будет еще капуста немножко совсем, куриная грудка одна вареная, плавленый сырок и вот такой вот лучок, замоченный в уксусе.
Я не знаю, что с этого выйдет, но вроде бы все съедобно, совсем сочетается. Может быть, еще в процессе что-то добавлю. Но, в общем, буду сейчас что-то придумывать. Блин, ребят, я просто гений. Очень вкусно получилось. Я сама не ожидала, если честно. Думала, опять будет что-то какое-то странное, непонятного вкуса. Но на самом деле очень безумно вкусно получилось. Хотя я не сильный любитель, допустим, фасоли, но вот с таким вот сочетанием, там где мясо, плавленый сырок и капуста, кстати, в тему пошла. Я думала, как-то будет странно с капустой, но она такую вот хрустящую штучку такую придает. В общем, хрустит классно. И вот этот привкус лука тоже с уксусом, если кому тоже такое нравится. Просто нереально вкусно получилось, так что обязательно попробуйте. Тем более салат очень высокобелковый такой и очень-очень вкусный. Я уже приняла душик и, наверное, сейчас пойду спадки. Извиняюсь за мой такой вид растрепан. Кстати говоря, хотела немного сказать по этому поводу, то, что я часто появляюсь так без макияжа и с такими странными волосами какими-то. Мне как-то помню, кто-то писал в комментариях вот в этих влогах как раз: не появляйся без макияжа, или типа не снимай себя без макияжа. Мне, конечно, немножко насмешила эта ситуация, этот комментарий, потому что я такая, какая я есть, и я вам снимаю свой каждый день. То есть, если я буду ходить каждый день в макияже, и, допустим, сейчас я ложусь спать, и я буду в макияже, это будет странно, мне кажется. Да и тем более мне нечего скрывать. Я не думаю, что я какая-то страшная без макияжа. И мне кажется, это нормально совершенно, если я буду без макияжа что-то вам такое снимать. И тем более я вам говорила, что я очень редко крашусь, и в основном только для того, чтобы снимать видео какие-то основные такие. Поэтому, что вы думаете по поводу того, что если что, я буду часто без макияжа появляться в таких влогах, я не буду вас пугать. Так что все, ребят, пойду я спать. Кстати, уже сейчас нанесла кремчик такой вот на лицо. У меня пробничков много, сейчас покажу. Люблю пробники, вот постоянно пробую какие-то продукты. Это такой вот органический антивозрастной крем какой-то. Ну, в общем, масло массажное такое для лица. И очень сейчас начала внимательно следить за уходом своим именно за лицом, потому что старость не радость, она не ждет, и все равно нужно как-то стараться ухаживать за собой. Поэтому стараюсь делать такой массажик по массажным линиям. В общем, да, иногда, если есть время на это все. Все, ребятки, большое спасибо вам за просмотр. Встретимся с вами завтра. Всем удачи. Пока-пока.